Добрый день! Сегодня мы будем подключать считыватели RFID. Считыватели RFID бывают разного вида. Мы используем вот такие. Это считыватель CPZ2L, характерное расстояние срабатывания 2 см. Считыватель Matrix 2, характерное срабатывание 7 см. И считыватель Matrix 3 класс E, характерное срабатывание 40-30 см в зависимости от идентификатора. Значит, принцип работы этих устройств такой, что это некая антенна. Если к ней поднести идентификатор типа карточки или метки или ключ от домофона, он считается, переработает информацию в 16-ричный код. Этот код передаст контроллеру, контроллер уже будет его обрабатывать. Следовательно, с помощью таких датчиков решаются все загадки с перестановками или загадки, где нужно поднести строго определенное устройство, какую-то метку к устройству. И после этого, допустим, вход открывается. Подключаются датчики следующим образом. Для этих датчиков характерен кабель KMM2/012, с другим кабелем возможны сбои. Подключим считыватель CPZ2L. Смысл подключения считывателя заключается в следующем. Чтобы определить нужный нам режим, необходимо посмотреть на документацию и увидеть, что режим, в котором считывается нашим контроллером этот считыватель, когда мы объединяем кабели черный и голубой. По инструкции их нужно объединить, далее красный и положить на землю. Это подключается к земле. Далее красный кабель подключается к питанию 12+, и белый кабель – это входной сигнал, в сигнал IN, который подключается к контроллеру. Необходимо эти все кабели залудить и подключить к контроллеру. Я сейчас не буду подпаивать провод КММ, чтобы сэкономить время. Просто покажу, как это подключается. Значит, обрезается лишнее. В клемму с подписью ГНД подключается кабель черный и голубой. В клемму IN подключается этот кабель. И в красную, в питание 12+, вот здесь есть удобные разъемы для питания, подключается питание датчика. Датчик таким образом подключен. Если подать питание на контроллер, то у нас здесь будет гореть красным, лампочка некая. Когда подносишь карточку, лампочка будет мигать. Если карточка мигает, значит все хорошо. Последний оставшийся кабель — это коричневый. Если его перерезать, то лампочка перестанет мигать. В тех местах, где необходимо, чтобы не было видно идентификатора срабатывания, ее обрезают. Перейдем к другому контроллеру. Это контроллер Matrix 2. Он подключается таким же образом, что и предыдущий, но с ним все проще. У него есть 3 клеммы, называется земля плюс 12 дата. Берем кабель КММ, зачищаем его, разъединяем все провода в нем и залуживаем контакты. Лудим контакты. Значит, здесь нам необходимо небольшие кусочки кабелей, чтобы лишнего здесь ничего не болталось. Необходимо термоусадочку надеть на тот контакт, который у нас без оплетки.
Все, теперь необходимо подключить согласно инструкции. Белый провод у нас использоваться будет для питания, зеленый для сигнала, а средний земля — это шилд. Прикручиваем шилд, обрезаем лишнее. Здесь клеммы по полсантиметра необходимо оставить. Хорошенько притягиваем, чтобы здесь ничего не отваливалось. Это очень важно. Если считыватель при подключении будет какие-нибудь звуки издавать, то значит, у вас где-то что-то не подключилось или замкнулось. С обратной стороны зачищаем посильнее наш кабель, то место, где будет подключаться к контроллеру. Здесь нам необходимо вот эту вот оплетку через переходничок из провода МГТФ, как мы уже делали, нарастить его, потому что вот этот вот провод, он не залезет в клемму или будет болтаться в ней неуверенно. Так, что мы делаем? Берем нашу оплетку, немножко скручиваем здесь, берем припой и припаиваем, лишнее обрезаем. Красный провод, белый, точнее, у нас это питание, а зеленый это сигнал. Питание оставляем подлиннее, потому что нам необходимо будет дотянуться до клеммы с питанием 12 вольт. Далее берем МГТФ, очищаем его. Берем наш кабель, припаиваем к нему через вот такой вот переходничок. Отрезаем по длине. Теперь эти два контакта зачищаем и уводим их. И то же самое делаем с контактом питания. Там, где у нас место крепления оплетки, мы вот так вот кабель подтягиваем, он у нас закрывается. И дальше засовываем в клемму согласно нашему, значит, клемма питания. У нас идет там, где написано 12+, белый кабель, который через переходничок МГТФ сделан, это земля, а зеленый кабель это сигнал. Это все вот так вот вставляем, убеждаемся, что все у нас качественно сидит, есть контакт. И таким образом мы подключили считыватель Matrix 2. Считыватель Matrix 3 аналогичным образом. Надо обратить внимание, что у него пишется в инструкции. Используется черный земля, красный 12+, и белый сигнал. Спасибо за внимание. С этими датчиками мы закончили.